Всем привет, с вами, значит, я, Нафаня, и мы на буткемпе CSGO, и вы проведете с нами целый один день. Онлайн-турнире. На онлайн-турнире, да. На буткемпе. А я говорил. И он начинается прямо сейчас. И он начинается прямо сейчас. Не совсем так, наш игровой день начинается далеко не с этого, поэтому мы начнем сейчас, да. Добрый день, уважаемые телезрители канала Gambit Esports на YouTube. Это программа «Кто хочет стать киберспортсменом». У нас сегодня в гостях лучший оттенок милирования города Александров 2021, почти попавший в рейтинг ЛТВ, но всегда попадающий в ля-мажор после удачного клатча на матчах Gambit, он же капитан Gambit Esports Владислав Нафаня. Да, еще с нами Александр Кринж-Щербаков. Да, меня... Нафаня. В общем, посвятить наших зрителей полностью в нашу игру на буткемпе. Сегодня тебе потребуется ответить всего лишь на 5 вопросов, которые подразумевают некоторые стадии нашей игры. Правила очень простые. У тебя есть 4 варианта ответов, тебе на них нужно ответить за 30 секунд. Итак, с вашего позволения, начнем. Непосредственно с чего начинается любое наше участие в любом турнире? Ответ А. Менеджер с тренером играют в бубен в чистом поле и ждут удачных инвайтов. Б. Игроки в Твиттере пишут админам ESL, чтобы нас взяли хоть куда-нибудь. С. Гамбит рассматривает только 3-2-2 предложения. И Д. Мы заранее формируем турнирный график и сами контактируем с потенциально желаемыми турнирными операторами. Ну, по-моему, очевидно ответ С. Ну, это, типа, это супер очевидно. Но. Так, дабы сделать игру интереснее, я отвечу последний вариант. Вот, что ответ Д. Мы заранее формируем турнирный график и сами контактируем с потенциально желаемыми операторами. В общем, у нас турниров очень много, особенно вот за последний год дают очень много инвайтов. Соответственно, мы тщательно подбираем для того, чтобы они не пересекались с какими-то важными ивентами, типа которые все. И опять же надо понимать, что, как правило, это делают не игроки, то есть мы вообще в этом практически не участвуем, фактически. Не, ну как, все равно с вами всегда... Нет, с нами советуются. Да, то есть типа хотите ли вы, не хотите ли вы, в любом случае. Да, но я имею в виду, все равно мы именно подбором турниров не занимаемся. Ну да, там больше Константин Валентинович, да, он как бы более подходит к этому стратегически, он пытается какие-то типа турниры поставить, график, типа, во-первых, чтобы не соприкасались друг с другом, а во-вторых, чтобы как бы готовиться к чему-то важному, как сейчас, допустим, Фанспарк. Второй вопрос. После того, как нам полностью известен турнирный график команды, и как мы рассчитываем тренировочный график и график пребывания на буткемпе. Паспорта игроков лежат у менеджера, поэтому вариантов поехать домой нет. Буткемп, вы имеете в виду мой дом. Я не помню, где находится Александров. Ответ С. Буткемпы для слабаков. И ответ Д. Расписание пребывания формируется из потребностей к подготовке к каждому конкретному турниру и зависит от общего желания игроков и тренерско-менеджерского состава. Но чисто фактически все варианты, кроме С, можно назвать правильными. У нашего состава появился новый партнер – букмекерская компания «Лига ставок». Они не только помогают нам во всем, в том числе и в производстве контента, но и приготовили подарки для фанатов Gambit. Переходи по ссылке в комментарии и смотри видео дальше. Ну, как минимум Б точно правильно, типа, ну. И последний. Ну, последний, очевидно, правильно. Ну, короче, не суть. Суть в том, что, как правило, опять же, в графике наших буткемпов в основном занимаются Костей. С нами советуются, естественно, чтобы все были довольны, чтобы там все отдохнувшие были, провели время с семьей, с девушками, с родителями, с друзьями, бла-бла-бла. Вот. А я, типа, Я забыл, где Александр. Да. Ну да, в общем, всегда идет связь с игроками, чтобы не было никаких коллизий. Вдруг есть какие-то планы, там, врач, еще что-то, там надо будет с кем-то встретиться, потом всегда идем навстречу. Но в любом случае, как железное, наверное, правило, что перед каждым туриком минимум мы дней 10 сидим. Ну, то есть, если у нас типа турнира за турниром нет, то перед любым турниром мы из домов еще не можем тренироваться. Да, из домов. домов. У нас, во-первых, два человека общественно, там беда. Да. У меня тоже не прикольно. Сережа и Абаю ничего, им сложно приехать. Отлично, вы преодолели первую отметку, несгораемую. Мы переходим... я уже заработал? Вы заработали 2 часа отдыха во время тренировочного дня. Какой график сна, ну или вообще как ты спишь перед играми? Ответ А. Я стримлю всю ночь. Парни, подождите, не начинайте катку, я за кофейком сбегаю. Я встал в 7 утра, съездил на вождение, встретился с девушкой, написал контрольную по физике, чечевицу перебрал и готов играть в Best of 5. Мы спим только на праках, сильному тренировки не нужны. И время сна зависит от времени игры. Чем позже начало, тем позже нужно ложиться, чтобы сэкономить силы и выйти на пик активности. Да, на самом деле, слушай, вот при всем понимании, но в последнее время у нас нет такого, ну, даже на этом турнире у нас не было такого жесткого контроля сна, как раньше. В любом случае мы пытались придерживаться. Но я думаю, нет, я имею в виду, смотри, раньше как это было? Раньше у нас Костя, Ванек, типа они прям контролировали, то есть конкретно у нас в расписании отбой, да, все. Да, все в это время не сидят за компами. Сейчас у нас типа больше... доверительные отношения. Ну да, типа тут просто каждый, короче, как Костя даже сказал, типа каждый он должен просто понимать, что у него завтра важная игра,
и каждый спит столько, сколько ему требуется. Ему снится Ника, наверное. Не снится. Незабываемые приключения. Это твои секретные рецепты подготовки к турниру, я угадал? Я сегодня хорошо, кстати, спал. Вчера кошмар приснился. Какой? Как будто меня, короче, за плечо кто-то тянет, а у меня же где кровать, там еще этот, знаешь, такой штырь торчит. Я бы думаю, если я упаду, то будет, ну, неприятно минимум. И, короче, вообще, я вчера просыпаюсь ночью, это где-то 7 утра, я, ну, уснул я в 2, просыпаюсь, и вообще очень страшно было. Я закрыл глаза, и что-то как будто меня кто-то тянет куда-то. Вообще было страшно. И в итоге я через час уснул. А на фане в этот момент... Ну, все люди разные, кому-то нужно спать 9 В любом часов, случае, выспаться, грубо кому-то говоря, у нас вот предыдущий турнир, не конкретно этот, если у нас были игры Best of 3 или Best of 5 поздно, которые начинались, Ну, мы позже мы ложились. все равно позже Но ложились. это опять же, ну вот у нас не было такого прям. Костя говорит, ребят, сегодня, пожалуйста, лягте попозже. Типа. Ну да, и Серега встает все равно в 7 утра, едет. Да, ну типа, ну это говорю. И потом Но опять спит же, как-то. надо понимать, что просто все люди разные, кому-то типа это окей, кому-то не Ваш окей. ответ? Мой ответ, Костя молодец. Всё. Отлично, засчитан. Я не могу его не засчитать. 4-й вопрос. Питание. Что бы ты съел перед важной игрой? Ответ А. Бахнув пельмени. Ответ Б. Накачу стопочку. Ответ С. Red Bull плюс кофе плюс димедрол. И ответ Д. Сбалансированный углеводами и клетчаткой обед, но не до полного наедания. Не знаю. Последний. Правильный ответ. Да не, на самом деле опять. Вот сейчас, да, мы же- сейчас- Ну мы же сейчас- пьем кофе и энергетики. Да, но опять же, мы тут во всем есть детали. Мы себе позволяем это, потому что мы знаем, как оно работает. Мы можем выпить кофе перед игрой, а не днем, когда во ты время, сначала. когда Да, либо во время, чтобы пик активности, опять же, был в то время, когда он действует. А не тогда, что ты попил его с утра, а к вечеру опять хочешь спать. То же самое с обедом. Каждый уже теперь более-менее знает на буткемпе, на игре, что можно съесть, чтобы у тебя там не был тяжелый Ну, опять же, желудок, это по чтобы ты не большей шел части- спать. По большей части от человека зависит. Ну, типа, мы как-то так. Но все уже понимают. То есть есть выработанный какой-то примерный рецепт того, как ты готовишься. Но в идеале, конечно, в любом случае, наедаться жирной и тяжелой пищей Перед игрой, все правильно. да, перед игрой не особо полезно. Последний вопрос. Что лучше всего сделать прямо перед началом игры, чтобы подготовиться непосредственно к процессу? Смотреть Стринский театр. А вот это будет ответом. Я уже Ответ А. можно не Ответ ответить. А. Раздиффужу бомбу в туалете с телефоном в левой руке. Ответ Б. Пробегусь разминочные 3-5 километров на время. Ответ С. Посмотрим стрит котят, обзоры машин, стримы соперников на полной громкости в наушниках. И ответ Д. Приму тонизирующий душ, постараюсь избегать доступа к социальным сетям и в голове слегка напомню себе план в игре в спокойной обстановке. Ну, давай будем честны. Ну, последний турнир мы делали именно вот С. Ну, типа, Не все. я прошу заметить, что все смотрели игру соперников, Но это ладно. все смотрели, ну не все, ладно, я смотрел котят, ну типа, хотя там расслабляющую музыку, вообще ничего там плохого не вижу, я так сосредотачиваюсь. Смотрю на котят, ну слушаю расслабляющую На самом деле, Нафаня прав. У каждого вообще подход к соревнованию свой должен быть. У тебя должен быть свой рецепт того, как ты готовишься. Ты можешь там, наоборот, показывать эмоции, чтобы потом в игре быть спокойным. Или, наоборот, в себе что-то держать, чтобы в игре их суметь показать. И это нормально, что у каждого есть свой так называемый прегейм-рутин. Но в идеале тебе нужно просто собраться с мыслями. Если ты там вырубаешься, сходить там в холодный душ. Ну да. Если там просто хотя бы умыться, чтобы что-то там, может быть, там присесть 20 раз, чтобы Ну как-то- это, например, вчера даже у меня типа меня Да, что-то я вот убило. поэтому и Я написал, я пошел в сидел. душ, да, то, что как бы Ну говорю, ну это общий типа, рецепт просто работы. тут каждый типа просто условно, ты же у тебя разные будут проблемы перед игрой. То есть иногда ты. Это и да, у каждого должен быть свой Да. гейм-рутин. Прекрасно, я поздравляю вас, вы не выиграли ничего, но ответили на все вопросы Спасибо, правильно. спасибо. Всем привет, с вами, значит, я, Нафаня, и мы на буткемпе CSGO, и вы проведете с нами целый один день. Онлайн-турнире, На онлайн-турнире, да. на буткемпе. А я говорил, И он начинается прямо сейчас. и он начинается прямо сейчас. На буткемп порожняком, в принципе, очень редко, когда ездим, то нужно какие-то комплектующие завести, то какие-нибудь приборы, то еще что-нибудь. Но в игровой день, конечно, благо святое, пацанам привезти вкусняшку. На сегодня, кстати, эта вкусняшка довольно простая. Чуй, мы дома. Расскажи, как у тебя дела, Дим? Как у тебя турнир первый в году? Все очень плохо. Почему? Зима на улице. Мы в финале очень плохо, да? На улице зима. Серега, а у тебя как дела? Как тебе фанспарк? Замечательно.
Нравится? Нравится. Нравится? Нравится. Или накатываться уже хочешь? Туда тоже хочется. Понимаешь, это разминочная. Вот партия, это разминочная лучше не партия. говорить, наверное. Есть такая версия, что ты обновил имидж в связи с тем, что первый турнир в году фиолетовый. И вот твоя У меня челка с волосы этим фиолетовые, связана. разве у меня? Ну там, это ж, понимаешь, мужчина. Да, Саша. Константин Валентинович, добрый вечер. Да, добрый. Мы готовы? Да, конечно. Ну что, ты, как обещал, выиграл монету? Пока еще нет, сейчас вот сейчас выиграю. Ну, смотри, смотри. Ну, должно прокнуть, а то всегда выигрываю, а тут вообще что-то не рад. Ну. Еее! Реально выиграл. Ты выиграл? Ну, пусть они начинают. Ты выиграл, молодец. Я старался. Минус инферно. Минус нюк. Минус нюк. Ну ты, блин, слушай, да все, в тренеры можно. Ты что, завязывай, Саш. Ну, я Так, подумаю над вашим предложением, но не сейчас, слишком график забит. Да, я тоже так. Плюс Мираж. Необычно, я согласен. Плюс даст 2. И сторону на Мираже. Так, и наш... Нет, их бан. Играем Вертиго. Окей. Давай, я тогда пацанам сейчас напишу. Давай. Давай, пока. Пока. Все решено. Сейчас пацанам отправлю, и можно уже, соответственно, готовиться к игре. Из важных, на самом деле, технических вещей немного. Их две всего. Первое — это инет, соответственно, у нас их два, на всякий случай, если один вырубится. Второе — это наличие вот этой вот прекрасной детали, потому что все общаются через Discord, транслируют в онлайне видеофид. И, собственно, на этом все. Все остальное дефолтное и особо не требует никаких подготовительных действий. Ну, иногда, типа, ESL еще просит всякие античиты, ESEA и так далее, но это все тоже очень быстро фиксится просто входом в аккаунт. Следующий большой пласт — это, соответственно, всякие рекламные обязательства наши, а именно форма, наличие правильное, наличие баннеров сзади, и чтобы было все правильно, нанесение, там, я не знаю, возможно, еще какое-то оформление, если там подразумевает этот турнирный оператор. Поэтому времени осталось мало. Понес пацанам формочку. Кто не зашел еще? Абай, на фане. На фане здесь. Дима. Видосики. Ну, у Димы там все нормально. Дима не палим. Ты не включил. Ты зашел? Включено. Ты зашел? Серега, ты зашел? Рекурренты смотрит. Ты зашел, говорю? Да. Куда? В КС. В КС зашел, а Дискорд и ТС? Я зашел. Умничка. Ненавижу свет у нас наверху, но тем не менее сейчас один из самых важных таймингов — это разыгрывочный пати, который идет прямо сейчас. Суть его в том, что приблизительно там за час или чуть больше мы играем прокс-реальной командой на предполагаемой, грубо говоря, карте, которая там мы или противник, для того, чтобы как бы вкатиться в игру, непосредственно разговориться, уже более-менее чувствовать эту нить, там, связь друг с другом. То есть это краеугольная прям вещь, непосредственная подготовка не просто дэй, а уже в полных, грубо говоря, погодных игровых условиях. У нас, кстати, Энтропик Биг до сих пор не начали играть третью карту, и, скорее всего, мы задержимся часа на 3, а у нас еще ночные рейсы в половине. Чувствую, буду перебронировать все. Все еще дошили Хоббита. Остается Шира. Вообще вырубил на КТ, думал, с Никельбеком сначала справится. Ну, там под ним Лаки закрывает вообще. Молит за файр, выкурили Элиана и добили его. А что так много радости вообще? Где? Вы хоть крикните там. Ура! Ура! А где ура? Там типа первое место, мы молодцы, 150 тысяч. Часть уже собралась в ТСе и разговаривает с Константином, соответственно, подводим итоги турнира, помечаем планы на будущее. Серега вот переоделся, а Нафанька говорит пару слов в эфире Фанспарка. Давай быстро пробежимся по Фанспарку. Какая самая сложная игра была? Сентропик, наверное, первая? Ну я говорю, Или первая вообще, что в тебя? Короче, я не могу говорить за всех, но для меня всегда первые игры после перерыва, у тебя всегда есть какая-то нервозность, я так скажу. То есть я не уверен в своих действиях, не уверен, в своей игре, потому что все равно как-то по-другому ощущается. Мне не очень комфортно колить что-то.
как капитану, ну, есть такая нервозность. Вот, это было на первой игре, на второй игре чуть-чуть совсем, и потом уже все, мне это вообще не было. Против бегов, против энтропии, последние 2 игры, я даже если посмотреть на статистику, я меньше делал ошибок, я меньше колил плохих вещей, я больше, в принципе, колил, и, короче, мне комфортнее уже было, просто я втянулся. Так вообще турнир, в общем, очень ровно прошел. Ну, Нельзя сказать, что это типа было легко, я как бы сидел все время за спинами, вы прям активно. Да и я говорю, опять общались. же, надо понимать, что не бывает легких, в принципе, соперников вот на таких Да и на самом деле соперники-то Complexity, Entropy. Давай так, смотри, Complexity, вот, ну, объективно, это они сыграли в итоге хорошо, но нужно понимать, что, во-первых, у них один человек еще с Америки играл. Да, вот это я хотел сказать. При этом у них 2 новых человека, и, в принципе, ну, команда такая не супер, там, прям, титулованная, скажем так. То есть, ну, они на бумаге должны были быть, ну, такой легкой для нас прогулкой, по идее. Опять же, если вот эти факторы все включать, но, как я уже сказал, в принципе, ну, сложно представить легких соперников сейчас, тем более, что нужно понимать, что все смотрят наши демки, все люди плюс-минус понимают, как мы играем, от чего мы играем, и все в этом духе. Согласен. Вопрос такой еще хотел, ну, вообще раскрыть, просто этого никто не знает, но хотелось бы это сказать. Мы, в принципе, с любым соперником, с кем играли, единственное, наверное, отличие, это была первая игра с Entropy, мы всегда играли в условиях худшего пинга. То есть у нас не было ни одного матча вообще, в котором у нас пинг был бы ниже, чем у соперника. Ну, вот единственное, что с Complexity, и то потому, что чел находился... Вот опять же, вот со мной это не так работает. Нет, дело не в работе, это объективный фактор. Нет, ну объективный фактор, да, но я не считаю, что пинг там, типа, в условиях того, что... Короче, если играют 2 равные команды, пинг может это решать. Если играют команда Gambit и команда Big, мое личное мнение, команда Gambit должна выигрывать 2-0, даже при условии, что у команды Big будет пинг 5, а у нас пинг 35. Так и было. Ну да, ну типа это вот, ну я так считаю, потому что мы должны быть на голову сильнее команды Big. Это мое личное мнение. Почему? Именно их? Ну, потому что я считаю, что мы сильнее, чем они, все. Ну, объективном рейтинге, да. Типа. Ну, это мое мнение, это не объективный рейтинг, я не Короче, могу тебя сказать. растаскает опять наш. Да мне пофигу, я Dead Inside, Итальянский Ярсолт, все, поехали. Отлично. Из тиммейтов кого вы отметили вообще на турнире? Кого чувствовалось прям? Вот Димасик, Соколов, Как всегда. Сережа, Аксель. Тимоша так еще на бэче принимал на дасте. Я ему Ну, еще на кстати- практике это говорил, он что-то какой-то после отдыха, такой дзен поймал, он вообще всех там не У пускает. нас, кстати, новые компы. Мы их собрали вот буквально. Вы можете, кстати, писать в комментариях, напишем характеристики. Это первый раз вообще, когда гамбиты собрали в компы на AMD. Да. И у нас без замены видеокарт, хотя видеокарты мы тоже заменим, уже прирост что-то там, Хороший. ну минимум 150 FPS. Ну, точно. короче, опять же, вот, к сожалению, не тот человек у вас на камере, который должен это говорить, но потому что, ну, мне насрать на каких настройках. Пофиг, ты имел в виду. Мне без разницы. Не имеет никакого значения, Да, на да. каких компьютерных настройках, ну, в плане, на каком железе играю, потому что я просто не смотрю на FPS, мне это не так сильно роляет, это мое, ну, так я чувствую. Вот. Какой-нибудь Дима Эдуардович, ему важно. Абаю вроде как важно. Интер, Ну, Абай ну, уже Интер не особо. воин там опытный, для него все Ну, блин, да, ну, что могу сказать. Так и есть. Ну и давай тогда зафиналим. Какие ближайшие планы? Мы готовимся к турниру, который пройдет в городе Катовице, Польша. Ну хватит, скажи нормально. От ESL. Да что я могу сказать? Ну, типа, мы будем стараться Нет, подготовиться. то, что как типа можно уезжаем, лучше. сейчас будет несколько дней выходных. Несколько дней выходных. будет. Отлично. Потом, когда мы съезжаемся? Потом мы съезжаемся. Кто-то- Отлично, интервьюер сам спрашивает, сам Да. отвечает. Ну, именно все мы соберемся, по-моему, 6 декабря. 6-го, все верно. Вот да. видишь, помню. Соответственно, 6 до 14 мы вылетаем в Катовицу. Это я уже не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо, все Все сдадимся, никто надеются. не будет болеть, потому что мы уже все переболели по ходу дела. Вот, Ну, я и, раньше. соответственно, все будет нормально. Короче, сейчас будет чуть затишье, с 14-го ждите, будем фигачить. Да. Мир, дружба, жвачка. Ну что ж, таким быстрым и скоротечным был Фанспарк Ульти для нас. В этом году, к счастью, он увенчался успехом, нашим победой и первым местом, и выигрышными 150 тысячами. Я, к сожалению, не смог осветить весь турнир, потому что по ходу него болел то Дима, то Интерс, то я, и все постоянно кашляли, чихали, там, был насморк. В общем, это не особо хорошо смотрелось на камеру, благо мы сейчас все выздоровели. У нас сейчас маленький очень отдых, там 3-4 дня, после чего мы возвращаемся и готовимся уже к первой бомбе этого года, а именно готовиться 2022. Мы выезжаем туда 14 февраля, так что ждите контент уже скоро. Пока.